Привет, друзья! Не забывайте, вы можете включить русские или английские субтитры. Добро пожаловать на разговорный практический урок. Сегодня мы фокусируемся на именительном падеже, падеж номер 1, nominative case, и винительном падеже номер 4, accusative case. Если вы не знаете эти падежи или знаете плохо, ничего страшного. Сегодня через практику вы поймете их больше. Но объясню чуть-чуть. Самое главное, что сегодня вам надо помнить. Есть в русском языке именительный падеж, nominative case. Первый. И это то, как называются объекты. Например, это кружка, это микрофон, это глаз, микрофон, кружка – это именительный падеж. Мы называем слова так. А есть винительный падеж, accusative case, 4. И это объект в предложении. Например, я слушаю музыку. Музыку – это объект в предложении. Да? Именительный падеж – музыка. Это женский род. Но винительный падеж – музыку. Видите? А стало у. Или, например, слово песня, сон. Я слушаю песню. Видите? Именительный падеж – песня. Винительный – песню. То есть в винительном падеже существительные женского рода меняются. Только женского рода. А становится у. Музыка – музыку. Я становится ю. Песня – песню. Остальные существительные – мужской род, средний род, множественное число – не меняется. И все. Дальше предлагаю практиковаться. Друзья, скажите, как это по-русски? Что это? Итак, как по-русски фон? Это телефон. И это мужской род. Это он. А что это? Notebook. Это тетрадь. И это она. А что справа? Ручка. Это ручка. А как сказать glasses? Это очки. Это они. Всегда они. А что это? Пиано. Пианино. Это оно. Итак, друзья, сейчас смотрите предложение, английское предложение, и подумайте, как это по-русски. Итак, подумайте. 1, 2, 3.
Где телефон? Где телефон? Повторяйте. Это именительный падеж. А как сказать Where is my phone? Где мой телефон? Где мой телефон? Это тоже именительный падеж. Телефон – это он, поэтому мой. А как сказать по-русски Have you seen the phone? Ты видел телефон? Ты видел телефон? А как сказать по-русски Have you seen my phone? Просто, да? Ты видел мой телефон? Это винительный падеж, потому что есть глагол видел. Значит, телефон – это объект, видите? Но где телефон – это именительный падеж. Видите, телефон одинаково именительный, винительный, потому что он. Давайте посмотрим слово пианино. Оно. Да? Итак, как сказать Where is the piano? Где пианино? Где пианино? А как сказать my piano? Где мое пианино? Где мое пианино? Мое, потому что оно. Да, средний род. Как сказать Have you seen the piano? Ты видел пианино? Ты видел пианино? Это уже винительный падеж, да? Accusative. И как сказать Have you seen my piano? Ты видел мое пианино? Мое пианино. Ты видел мое пианино? Супер, друзья, молодцы! Сейчас будет интереснее. Мы берем слово ручка, и это она. Сейчас внимание. Итак, как сказать Where is the pen? Где ручка? Где ручка? Это именительный падеж. А как сказать Where is my pen? Где моя ручка? Где моя ручка? Это именительный падеж. Видите? Моя ручка. А как сказать Have you seen the pen? Сейчас нам нужен винительный падеж, аккузатив, потому что видел, да? Итак, это ты видел ручку? Ты видел ручку? Да? Ручку здесь это аккузатив, потому что видел глагол. А как сказать Have you seen my pen? Ты видел мою ручку? Ты видел мою ручку? Смотрите, моя становится мою, да? Ручка, ручку, потому что аккузатив. Сейчас давайте посмотрим слово тетрадь. Это она.
она. Итак, where is a notebook? Где тетрадь? Где тетрадь? Именительный падеж. Where is my notebook? Где моя тетрадь? Где моя тетрадь? Где моя тетрадь? Моя, потому что тетрадь она, женский род. Have you seen the notebook? Сейчас нужен винительный падеж. 4. Ты видел тетрадь? Ты видел тетрадь? Смотрите, тетрадь не меняется, да, потому что это мягкий знак. Не «а», не «я». А как сказать Have you seen my notebook? Have you seen my notebook? Осторожно. Ты видел мою тетрадь? Ты видел мою тетрадь? Смотрите, моя становится мою, но тетрадь не меняется, потому что мягкий знак. Супер. Давайте посмотрим слово очки. Это они. Они. Where is the glasses? Где очки? Где очки? My glasses. Где мои очки? Где мои очки? Мои, потому что очки – это они. А как сказать Have you seen the glasses? Ты видел очки? Ты видел очки? Have you seen my glasses? Ты видел мои очки? Ты видел мои очки? Смотрите, очки – это они, да? Ничего не меняется. Именительный падеж, номинатив – очки. Винительный падеж, аккузатив – очки. Да? Ничего не меняется. Слова только женского рода меняются. Только те, где есть «а» или «я». Давайте дальше. Пойдемте дальше. Как сказать What do you love? Что ты любишь? Что ты любишь? Или что вы любите, если это формально? Да? Что здесь это аккузатив, винительный падеж, потому что глагол любишь. Да? Ты любишь что? Что ты любишь? Как ответить и сказать I love music? Музыка – это именительный падеж. Значит, I love music – это я люблю музыку. Я люблю музыку. Музыку 4. Хорошо. А как спросить What kind of music do you like? Do you love? Непростой вопрос. Какую музыку ты любишь? Какую музыку ты любишь? Обратите внимание, это аккузатив тоже. Да, видите? Какая стала какую? Какую музыку ты любишь? И ответ. I love classic music.
Мгм. Я люблю классическую музыку. Смотрите, классическую музыку. Это аккузатив 4, да, поэтому не классическая, а классическую музыку. Мгм. Понимаете? И вопрос. Do you love modern music? Номинатив – это современная музыка. Нам нужен аккузатив, accusative case. И это ты любишь современную музыку? Ты любишь современную музыку? Угу. Это аккузатив, винительный падеж. И последний ответ. Yes, I love it, but I don't listen to it very often. Да, я люблю, но я не часто ее слушаю. Я не часто ее слушаю. Ее, то есть музыку, да, современную музыку. Это местоимение. Аккузатив тоже. А теперь давайте возьмем слово танцы. Танцы – это они, да? Что ты любишь? I love dancing. Как сказать? Я люблю танцы. Я люблю танцы. Танцы – это аккузатив, но не меняется. Танцы – именительный падеж, танцы – винительный падеж. Одинаково. What kind of dancing do you love? Смотрите, what kind? Это не что, другой вопрос. Какие танцы ты любишь? Какие танцы ты любишь? Какие? Ие, потому что они танцы. Да, это аккузатив, но ничего не меняется. Какие танцы ты любишь? Угу. I love bachata. Bachata по-русски бачата. Она. Итак, я люблю бачату. Я люблю бачату. Аккузатив. Угу. Do you dance bachata? Угу. Ты танцуешь бачату? Ты танцуешь бачату? Тоже аккузатив, потому что есть глагол танцуешь бачату. Бачату – это объект. Угу. No, I dance salsa. Сальса по-русски сальса. Она. Значит, нет, я танцую сальсу. Сальсу. Не сальса, сальсу. Аккузатив, да? То есть я не танцую бачату, я танцую сальсу. Угу. Супер, хорошо. Теперь возьмем слово спорт. Спорт – это он. Итак, что ты любишь? I love sports. Я люблю спорт. Я люблю спорт. Аккузатив. Ничего не меняется. What kind of sports do you love? Ага. Обратите внимание, спорт – это он. Значит, какой спорт ты любишь? Какой спорт ты любишь?
никакая, никакие, какой, потому что спорт – это он. Угу. Хорошо. I love tennis. Я люблю теннис. Теннис – это он. Угу. Do you play tennis? Ты играешь в теннис? Ты играешь в теннис? Yes, I love playing tennis. Да, я люблю играть в теннис. Да, я люблю играть в теннис. Угу, супер. Сейчас слово хобби. Хобби. Оно. Угу. What is your favorite hobby? Favorite – это любимый, любимая, любимое. Ага. Какое у тебя любимое хобби? Какое у тебя любимое хобби? Угу. Супер. Видите? Ое, любимое, потому что хобби – это оно. Угу. I love chess. Я люблю шахматы. Шахматы. Шахматы – это они. Ничего не меняется. Accusative. Угу. Do you play chess? Ты играешь в шахматы? Ты играешь в шахматы? Смотрите, шахматы – это они, да? Играть в, всегда играть в шахматы, играть в баскетбол, играть в волейбол, играть в, если это игра, да? Потому что если это музыкальный инструмент, тогда на. Например, играть на пианино, играть на гитаре, да? Другой предлог. Хорошо. И ответ. Yes, I play at the university. Да, я играю в университете. Да, я играю в университете. В университете it's prepositional. Где, да, потому что где. Друзья, поздравляю! Вы закончили практиковать винительный падеж в разговоре. Надеюсь, вам было полезно. Давайте посмотрим еще раз на полную картину. Смотрите, в винительном падеже только женский род меняется. Музыка становится музыку, да? Еда – еду. Например, какую музыку ты любишь? Да, какую, никакая. Я люблю старую музыку, да? А посмотрите, мужской, средний и множественное число не меняется. Не меняется, значит, именительный падеж, номинатив, и винительный падеж одинаковые, да? Спорт, спорт, именительный, винительный. Слово, слово не меняется. Фильмы, фильмы, инительный, именительный. Да, посмотрите, какой спорт ты любишь? Я люблю экстремальный спорт. Какое у тебя хобби? Да.
У меня новое хобби. Какие фильмы ты любишь? Я люблю старые фильмы. И винительный падеж используется, когда это объект, прямой объект. Винительный падеж используется с этими словами. Смотрите. Делать, to do. Слушать, listen. Видеть, to see. Смотреть, to watch. Понимать, to understand. Знать, to know. Танцевать, to dance. Танцевать бачату, да, танцевать сальсу. Рисовать, to draw или to paint. Рисовать картины. Играть. Играть в шахматы. Играть в баскетбол. Читать, to read. Спрашивать, to ask. Помнить, to remember. Например, я не помню это слово. Учить, to learn. Я учу русский язык. Есть, to eat. Я ем пиццу. Да? Пить, to drink. Я не пью алкоголь. Я не пью водку. Любить, to love, вы знаете. Ненавидеть, to hate. Например, я ненавижу попсу. Я ненавижу попсу. И хотеть, to want. Да? Я хочу новую машину. Accusative. Супер, друзья. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Если вам понравилось такое видео, практический урок, то я буду делать еще. Напишите, если хотите больше таких видео. Все, друзья, пока-пока! Russian with teacher Irina. Russian from zero to hero.